Прежде всего хочется сказать, что этот год юбилейный, что в этом году 80 лет со дня рождения Андрея Тарковского, год многочисленно юбилейный. Это юбилей выхода Иванова детства и 40 лет со временем получения в Каннах пальмовой ветви за фильм «Солярис». Все это, видите, упало на один год. Поэтому для нас фестиваль этот очень важен. И мы предприняли вместе с Михаилом Александровичем усилия, чтобы расширить его, сделать более значительным и повысить его международную значимость. Хотел бы сказать, что у нас будут определенные изменения. Они связаны в первую очередь с тем, что мы будем церемонию открытия проводить теперь не в областном центре в городе Иванове, а в городе Плёс, непосредственно на набережной. Но мы сейчас не будем все секреты этого мероприятие открывать, вы все увидите. Это связано с несколькими причинами. В первую очередь, все-таки Иваново достаточно большой, почти полумиллионный город, и когда мы проводим церемонию открытия в центре города, мы вынуждены для красной дорожки перекрывать движение в большом городе, и это, конечно, вызывает у людей определенные вопросы. Это первая причина, почему мы церемонию открытия перенесли в город Плёс. Ну и вторая причина, то, что город Плёс красивый исторический город на набережной реки Волги, и я думаю, что он, безусловно, достоин для того, чтобы встретить большое количество как отечественных, так и зарубежных гостей. Это действительно интересный город, город-музей, в котором есть что посмотреть. Город Плёс всегда у нас задействуется в программе в последние 5 лет, но именно вот так конкретно, с привязкой к конкретному действию, это будет впервые. И я хотел бы потом, после уже фестиваля, выслушать ваши мнения на этот счет, стоит ли нам продолжать работу в таком же формате и на будущие кинофестивали. Так, все остальное остается по-прежнему. Фильмы будут показываться практически по всем крупным городам области. Это и Иваново, и Шуя, и Кинешма, другие муниципальные образования. Там же будут проходить творческие встречи, которых ивановцы очень ждут. Я хочу напомнить представителям средств массовой информации, что у нас практически в Ивановской области все залы наполнены. И во время показов даже программных фильмов, довольно сложных для зрителя. Все залы полны. Я думаю, что вряд ли такого мы сможем увидеть в Москве или в каком-то другом крупном городе. Здесь, я думаю, что справедливо говорят, что культура развивается именно с провинции. И хотел бы сказать то, что, конечно же, будет традиционная поездка в город Юрьевец, непосредственное место, где жила семья Тарковских, где помимо дома-музея Тарковских еще и в прошлом году начал функционировать культурный центр Андрея Арсеньевича, с которым можно будет познакомиться, если кто-то его не видел. Действительно, год этот необычный, юбилейный. Хочется провести фестиваль на высоком творческом художественном уровне. Это означает, прежде всего, подобрать качественную конкурсную программу. Это не так легко по разным причинам, хотя фильмов, которые в той или иной степени следуют традициям Тарковского и этому направлению кинематографа, который он выбрал, развивает именно идеи авторского кино, делается в мире достаточно много. Но, тем не менее, мы не хотели, вот я лично не хотел идти по пути вот такого следования, ну, что ли, буквального следования Тарковский и посттарковский, то есть как бы люди, которые наследуют или которые подражают Тарковскому, часто это молодые режиссеры. Конечно, эти следы мы видим, но это не значит, что это всегда хорошо и прекрасно. Мне кажется, что программа должна быть разнообразной, в ней должны быть представлены разные культуры, разные жанры кинематографа, разные формы кинематографа, и все это вместе должно создать какое-то ощущение энергии современного кино. То, что происходит сегодня, и то, что в значительной степени, конечно, сформировалось в том числе и благодаря Тарковскому.
А что касается непосредственно следов, вот таких непосредственных следов Тарковского в современном кино, то мы решили сделать программу под названием «Тарковский контекст». Тарковский контекст существовал и раньше, несколько в другом виде. Это были любимые фильмы Тарковского. Фильмы, которые уже существовали при его жизни, классика, классические фильмы, ну там «Семь самураев», предположим, или там, фильмы Бунюэля, и многие другие, которые любил, обожал Тарковский, и на которых он сформировался. Это, конечно, очень интересная тема, но она все-таки достаточно замкнута, потому что запас этих фильмов исчерпывается, а жизнь продолжается. И вот мы хотели в этот Тарковский контекст включить не менее крупных режиссеров, уже сегодняшних классиков мирового кино, но которые все-таки имеют несомненную связь вот с духом и наследием Тарковского. Таких режиссеров оказалось два в нашей программе в этом году. Это Нури Билги Джейлан, турецкий замечательный режиссер, многократный лауреат Каннского фестиваля, а также Карлос Рейгадос, мексиканский режиссер, тоже не раз показывавший свои фильмы в Канне. Сейчас, кажется, его новая работа будет на Каннском фестивале. И в любом случае эти два человека, они очень-очень многим обязаны Тарковскому. Это просто видно, это просто прочитывается в их фильмах. Но это абсолютно никакое не слепое подражание, а это совершенно творческая переработка этого наследия и признание в любви, можно сказать, их любимому мастеру. Оба этих режиссера должны приехать на фестиваль «Зеркало», и мы их с нетерпением ждем. Председателем жюри мы пригласили Кароль Буке, знаменитую французскую актрису, большую, кстати говоря, поклонницу Тарковского. Да. Очень интеллектуальную женщину. Да, несмотря на несмотря на красоту. кажущийся гламурный имидж, на самом деле она действительно интеллектуалка. И вот она назвала, например, десятку своих любимых режиссеров, там от Висконти до, сейчас уже не помню, но, в общем, действительно очень крупные фигуры, серьезные. Не говоря о том, что она уже первую в жизни роль она сыграла у Бунюэля сама. Так вот, она называет своим любимым фильмом вообще всей истории кино «Жертвоприношение Тарковского». И попросила прислать ей все диски фильмов Тарковского перед фестивалем. Вошел в жюри Андрей Звягинцев, но не нуждается в комментариях. Один из тех людей, которые продолжают традицию авторского кино. Не будем его прямо связывать с Тарковским, но, несомненно, это одна семья. Конечно. Одна семья, да. Это Роджер Кристиан. Очень рад, что этот человек к нам приедет, замечательный. Это многократный, причем лауреат Оскара, художник и режиссер, который работал над фильмами «Чужой» Ридли Скотта, «Звездные войны». Но при этом, опять-таки, это человек, который на самом деле любит совсем другое кино, как это ни странно, и в частности фильмы Тарковского. Он сейчас сам работает над экранизацией Станислава Лема. Йоханнес Сайлер, актер, который играет, немецкий актер, который играет главную роль в фильме Александра Сокурова «Фауст». И Владес Богдонос, литовский актер, которого, я думаю, тоже вы все знаете, и недавно имели возможность видеть в главной роли фильма Павла Лунгина «Дирижер». Ну и, наконец, надо сказать, что у нас будет почетным гостем фестиваля Александр Сокуров, который будет получать приз за вклад в кинематограф, и думаю, что это не случайно. Соответственно, это мы уже объявляем первый образно. Тоже происходит в год юбилея Тарковского. На этой пресс-конференции уже заявляемся. За вклад у нас получит Александр Сокуров.